Здравствуйте, мои волшебные, мои прекрасные. Рада в очередной раз, очень рада приветствовать вас у себя на канале Таро Психология, на моем любимом канале. Сегодня будет отливочка на такую тему. Стучит, гремит, что на пороге стоит, что хорошего стоит на пороге. Будем выяснять, и это у меня классическая колода и волшебные мои свечи. Напоминаю, что у вас есть великолепнейшая возможность заказать личный расклад на любой интересующий вас вопрос. На отношения, на бизнес, на работу, на жизненное предназначение, на наличие негатива. Также напоминаю, что я занимаюсь личными энергетическими чистками. Пишите мне на WhatsApp, номер телефона указан под каждым моим видео. Итак, колода готова. И это будут сначала арканы Таро, а затем волшебные свечи, волшебная водичка. Итак, что же у нас стоит на пороге при вас? Вот я достаю. Что у нас стоит на пороге? Старший аркан влюбленные. Прекрасно, да? То есть у кого-то, тех девочек, которые уже в отношениях, эти отношения пойдут на новый уровень выше, мои хорошие, да? То есть если вас здесь мужчина не понимал, то сами высшие силы, самые светлые высшие силы помогают вам как раз в понимании друг друга, да, понимании его философии, понимании вашей жизненной философии. Те, кто не в отношениях, да, наконец-то, да, прекраснейший аркан, который говорит нам, под покровительством этого аркана, кстати, мы живем этот год, мои хорошие. Этот аркан говорит о том, что да, ты встретишь своего человека, ты встретишь своего мужчину. Замечательно. Почему? Потому что сам старший аркан сегодня, влюбленный, вышел к нам, как говорится, вот на пороге он, да, стучит, гремит, и он буквально на пороге стоит, это знакомство, поэтому сразу, может быть, после моей отливочки, каждая моя отливка является автоматически еще и чисткой энергетики, да, открывает дороги на любовь и на процветание, и вы встречаете этого мужчину. Конечно, в жизни. Конечно, в жизни. Что еще идет по этому аркану? По этому аркану идет, я бы так сказала, кто-то не побоится взять все-таки ответственность, да, может быть, долго думали, долго взвешивали, да, думали над какой-то проблемой. Абсолютно может быть разные проблемы. Вот. И все четко взвешив, приняв абсолютно мудрое решение, все-таки возьмете ответственность за принятие этого решения. Но уже, как говорится, здесь не надо медлить. Тут надо принимать его, это решение, и не бояться брать ответственность в свои руки. Ну, либо сделать выбор. Арканы у меня будут работать. Вот я их здесь так оставляю. Что у нас еще гремит на пороге, как говорится, да? Что будет мешать? Мешать будет какая-то ваша раздраженность. Вот это точно будет мешать в ваших делах, и тормозить все ваши дела будет что? Ваша неустойчивая психика, я бы так сказала. Троечка чаш, великолепно. Ну, у кого-то праздник здесь на пороге. То есть это может быть вы, ваш любимый человек и ваша любовь, тройка чаш. Это может быть вы все-таки откроете в себе новый талант и сделаете первый шаг в этом направлении, либо в прямом смысле этого слова откроете в себе дар какой-то, почему нет, да, то есть это могут быть прекрасные вокальные данные, это может быть снизойдет какая-нибудь муза, начнете писать стихи, либо рассказы, а кто-то прямо ощутит себя художником, да, я просто пример привожу, мои хорошие, но в любом случае у вас на пороге по тройке чаш праздник души, праздник, когда рядом любимый человек, когда рядом любимые родители, мамочка, папочка, бабушка, дедушка, да, любимые люди, дети рядом, понимаете, вот ощущение этого праздника, что самое главное, что мы в жизни, самое главное, что мы живем, да, поэтому дарите свою любовь, дарите вот эту энергию божественную, да, она есть в каждом человеке, своим близким людям, и, как говорится, да пребудет вам счастье. Тройка чаш, что на пороге?
праздник, праздничное событие, что-то будете отмечать, у кого-то день рождения. Поздравляю вас, мои хорошие, желаю много здоровья и много позитивной энергии, позитивных мыслей. Что еще по тройке чаш? Тройка чаш – это когда все в меру, да, праздник в меру, может быть, напитки тоже в меру, понимаете? И это все на пользу. В тройке чаш это может быть даже и какая-то идея придет, которую потом в будущем, а может быть и сразу начнете воплощать, да? Выход из какой-то ситуации, но выход из какой-то ситуации такой вот, знаете, тройка, три, да? Три у нас это всегда триединство, Отец, Сын и Святой Дух. Поэтому не зайдет этот Святой Дух на вашу ситуацию, лично на вас, и события будут разворачиваться в вашей жизни наилучшим образом. Еще одну карту. Туз Пентаклей. Я вас поздравляю. Супер. Просто, ребята, супер. Я очень рада за вас, очень рада за себя. Туз Пентаклей. Сразу говорю. Ваш мозг просто вас будет радовать, понимаете? Почему? Ну, потому что идеи будут приходить вот прямо такие гениальные в вашу замечательную головушку. Что еще хочу сказать? Что будете себя держать, правильно держать. И это тоже будет способствовать. Чему? А вот знаете, вот холодный мозг. То есть голова на месте, руки на месте, ноги на месте, я уверенно иду по жизни. Это будет способствовать вашей удаче. И это на пороге состояния, понимаете? Энергетика состояния. Что еще по этой карте у меня проходит? Новое знакомство. Новое знакомство, человек, посланный буквально, ну, самим Господом Богом, самим Творцом. Человек-подарок, да? Ангел такой земной, понимаете? Что еще? Неожиданные деньги. Ожиданные и неожиданные, я бы так сказала. Из ожидаемых, неожидаемых источников получите те заветные деньги, которые вам, конечно, пригодятся, мои хорошие. И третье, что может проиграться по этой великолепной карте, это какое-то новое дело, которое сразу пойдет. Понимаете? То есть вы сразу увидите, пусть небольшой результат, но поймете, вот это точно, чем я буду заниматься. Да? Это окажетесь в нужном месте и в нужный час. Либо встреча с каким-то, либо разговор с каким-то человеком, который поможет вам двигаться дальше. Великолепнейший туз Пентаклей. Мне хочется его прямо, знаете, как талисман сегодняшний поставить, для того, чтобы эта карта прямо работала на вас. Да? Чтобы вот эти возможности, вот эти богатства, как говорится, они приходили в вашу жизнь. Итак, сегодня у меня оранжевая свеча. Оранжевая свеча – это как раз вот символ моего сегодняшнего прекрасного настроения, которым я хочу с вами поделиться, да? С намерением для того, чтобы все хорошее исполнялось, и открывались дороги, ваши дороги, мои дороги, на любовь и на процветание. И мы благодарим светлые высшие силы как раз вот за ту энергию, которую сегодня нам они дают, да, даруют. Итак, что же тут на пороге? У кого-то здесь разговор, у кого-то свидание, и при этом свидании очень долгий, конструктивный разговор. В ходе этого разговора все прояснится. Прояснится какая-то тайна партнера, если она у него была. Вы душу откроете, то есть разговор по душам. Буквально вот-вот он на пороге, вам станет легче. То есть вы поговорите с человеком. Этот может быть ваш возлюбленный, это может быть ваша мама, это может быть и ребенок ваш взрослый, либо не очень взрослый, да, но здесь может быть и подруга, мои хорошие. Здесь отливочка общая, напоминаю, поэтому здесь разговор по душам. После этого разговора как будто у вас душа станет на место, и вот такой камень с души упадет, как есть такое выражение в народе, да. Что еще хочу сказать? Что вы будете очень хорошо делать какое-то свое дело, да, не будете наперед хвастаться, не будете какими-то, знаете, вот когда есть хвастовство, незаконченным делом. Так вот, вы когда закончите дело, вот тогда и есть о чем сказать, когда будет результат.
Наперед не надо говорить. Почему? Потому что дело может сорваться, и здесь об этом. Что еще на пороге? Стучит, гремит, какие-то новости. У кого-то новости, причем эти новости могут быть вот такие долгожданные. Вы долго ждали эту новость, наконец-то она к вам приходит. И эта новость вас радует, не только вас, но и ваше окружение. Что еще хочу сказать? У кого-то признание. Но признание, девчонки, в чувствах. То есть здесь это может быть ваши замечательные дети признаются вам в любви. Приятно? Приятно. Это может быть ваш партнер, с которым вы живете под одной крышей, либо тот человек, с которым вы познакомились. И этот человек, с которым вы недавно познакомились, признается в том, что вы ему очень даже безумно нравитесь. Да? Признание? Признание. Поэтому здесь ждите, стучит, гремит признание на пороге. Кто-то будет очень извиняться перед вами. Да, не вижу, что этот человек прямо там колено преклонил перед вами, но у кого-то и так будет, да. Но здесь будут кто-то просить прощения за то, что мало внимания уделяет вам, мои хорошие. Хорошо, идем дальше. Вырисовывается лицо, но лицо очень задумчивое, да, поэтому что гремит? Вынашивать будете какую-то идею, принимать какое-то решение. Решение примите правильно. Почему? Потому что у нас вас воспринимает окружение, и здесь мне сегодняшняя отливочка это льет, мои хорошие, вас принимает как человека мудрого, то есть кто-то придет, может быть, за советом, и ваш совет очень даже пригодится, но вы будете давать совет на основе своего жизненного опыта, то есть вы, такое ощущение, прошли уже этот кармический урок, и потому как вы прошли, неплохо прошли, и ангелы вам аплодируют, вот, поэтому вы уже можете давать, как говорится, и совет по этому вопросу. Замечательно. Кто переживает за какие-то незаконченные дела, за какие-то бумаги, может быть, у кого-то действительно давно не идет какая-то вот тема, связанная с бумагами, сразу скажу, это от вас не зависит. Тут первая причина первого того, что кто-то, может быть, затягивает специально эту тему и уводит вас от истины. Так вот, эта истина вам откроется. Понимаете? То есть вы абсолютно, может быть, даже того не желая, но та сила, которая стоит за вами, божественная сила, высшие силы вам покажут истинное лицо человека, истинное лицо ситуации. Откроется. Почему эти бумаги или так далее, какие-то дела, связанные с бумагами, не шли? То есть вот эта причина, она откроется. Найдете истину. Найдете истину. Что еще у нас гремит? Оставайтесь со мной до конца отливочки. Но, во-первых, сегодня прекрасно чистится ваша энергетика. Мы благодарим самого Творца за очистку вас вот с самой макушечки по самые-самые пяточки. Открываются дороги. Мне показывают здесь волшебного дельфина. Это всегда помощь высших сил. То есть это символ, который говорит о том, что у вас есть помощник. Мощный помощник. Вот, здесь у кого-то идет мощное перерождение в эти дни, именно в эти дни. И это на пороге, эта энергия стоит на пороге. Когда вы из превращения идет, да, из гусеницы в прекрасную бабочку. И вот этот вот полет красивой бабочки, вы будете ощущать себя вдохновленной. Вы будете ощущать себя нужной, понимаете, это тоже очень важно. И прекрасно эти дни пройдут. Они пройдут в прекрасной романтической обстановке у кого-то, да, кто давно ждал в дружбе, в понимании и так далее, да. То есть вот это вот в радости праздника будет много, да. И тройка чаш нам об этом говорила. И аркан влюбленный, старший аркан влюбленные тоже об этом нам говорил. И воск сейчас нам это все подтверждает, мои хорошие. Что еще хочу сказать? Черная свеча закончила свою работу, я благодарю. Отливочка идет великолепным образом. И вы знаете, что еще хочу сказать? Если вы хотите напрямую у человека что-то спросить, спрашивайте, не стесняйтесь. Почему? Потому что вот такое двойное лицо здесь, да, как будто
когда вы планировали разговор с каким-то человеком, вы планировали этот вопрос задать, либо стеснялись, либо, но не было смелости какой-то. Вот теперь эта смелость будет. И вы спросите напрямую человека, и это правильно. Почему? Не узнавайте информацию через третьих лиц. Если вы что-то хотите узнать, напрямую спросите человека. Либо напрямую по телефону, либо глядя в глаза. Идеально это глядя в глаза, мои хорошие. Почему? Потому что говорят, что именно глаза являются зеркалом души. И это ведь правильно. И это абсолютно правильно. Оставайтесь со мной до конца отливочки, я переверну воск и по традиции протрактую, конечно, главный символ. Что еще гремит у нас? Выздоровление, кто приболел, либо кто долго болеет. Здесь улучшение здоровья, улучшение настроения, я бы так сказал, и пересмотр. То есть как вы раньше были, может быть, на ту либо иную ситуацию реагировали очень близко к сердцу принимали, да, может быть, какие-то даже нелестные слова в свой адрес вы переживали, либо за обиды за какие-то переживали. Обиды теперь вы будете проживать намного легче, понимаете? А плохие слова, плохую критику, да, неуважение к себе вы будете воспринимать легче, мои хорошие, понимаете? И научитесь держать себя. Почему? Потому что всю правду про себя вы знаете сама, либо сам. Вот. Мужчины меня тоже смотрят, но в меньшей степени. В основном мои, конечно, девочки смотрят меня. В любом возрасте для меня все девочки. Песочные часы. Свеча говорит, время уходит. Время уходит, кто-то мечтает, ничего не делает. Давайте уже оформляйте свою мечту на бумаге и начинайте действовать в сторону своей мечты. Поэтому нам песочные часы сегодня воск и льет. Что еще хочу сказать? Что какая-то компания, 3 человека очень мягко будут уходить из вашей жизни. Но такое ощущение, что вот эти отношения, они изжили себя. То есть вы понимаете, что да, может быть раньше это были люди моего круга. Но теперь у нас и энергетика совершенно разная. И люди увлекаются одним, а я увлекаюсь совершенно другим. Понимаете? Либо, может быть, кто-то уйдет из той компании, которая всегда... Эта компания мыла кости другим людям, да? И вы понимаете, что нет, мне это не интересно, мне теперь интересно какие-то новые знания, мне теперь интересны, не знаю, наука мне теперь интересна, да, и теперь я наукой буду заниматься, а не сплетнями. Ну, просто как пример, мои хорошие. Что еще здесь на пороге, и буду заканчивать. Идет 2 красивых букета. Один букет побольше, второй букет поменьше, да. Ну, для кого-то кто-то будет делать выбор из 2 поклонников, мои хорошие. Из 2 выберите самого такого сильного, то есть человека, который, ну, я вам так скажу, и душой больше открыт к вам, и такой, знаете как, без подводных камней. Вот такого человека вы выберете. Человек, который действительно старается что-то делать для вас. Ну и взамен, конечно, вы. Конечно, тут обмен энергиями очень важен. Что еще? Маленький букет. Маленький букет, я бы так сказала, вас люди в эти ближайшие дни, у кого-то 3, у кого-то 5, у кого-то 7 дней, да, будут видеть человеком разносторонним. И здесь по букету ваш круг общения увеличится. Так у меня сегодня букет считывается. И, конечно, подарок. Подарок Вселенной, подарок судьбы. Вот-вот-вот он на пороге. Так что подставляйте свои замечательные красивые ручки. Подставляйте карманы, потому что если мы живем в ожидании хорошего, это хорошее обязательно придет. Если мы живем в ожидании чуда, это чудо обязательно случается. Если мы живем в ожидании мира, то мир обязательно произойдет на нашей матушке Земле. Все вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Итак, свеча оранжевая закончила свою работу. И сейчас я переверну отливочку. Гладкий очень поверхность воска. Кто-то не отпускает старое, потому что черная свеча здесь, она не хочет отпускать основную отливку. И за прошлым не закрывает дверь. Постоянно уходит в прошлое. Попробуйте пожить в моменте. Не в будущем, не в прошлом, а в моменте. Попробуйте. И чуть-чуть на какие-то свои поступки посмотреть со стороны. Как я со стороны, да? Очень
знаете, как очень полезно занять ситуацию какого-то наблюдателя. Наблюдать. Итак, я переворачиваю отливку. Ну вот прошлое все-таки отпустили. И что здесь у нас? Ой, оранжевый слон. Оранжевый слоник с волшебными ангельскими крылышками. Вот это да, вот это супер. Вы знаете, я так вам скажу. Что гремит? Что буквально стоит на пороге? Вам Вселенная, мироздание, сам Творец посылает еще одного ангела. Ангел, который приносит вашу кровь, ваши нейронные связи, вашу энергетику, радость, побольше радости жизни, мои хорошие. И сила по слон – это удача, это символ удачи, большой земной удачи. Это символ того, что вас оберегают. И этот ангел вам будет помогать те вопросы, которые не решались, не шли, тормозились. Именно сила слона поможет вам эти ситуации жизненные разрешить, мои хорошие. И прибудет после этого вам счастье, удача и благополучное завершение того либо иного дела. Что еще смотрю и все, и заканчиваю, мои хорошие. Мне надо обязательно хорошо всмотреться в ВОЗ для того, чтобы вам сказать вот этот главный символ. Противостояние какое-то, идет какое-то противостояние. И вы на это противостояние очень много тратите своей энергии. Может быть, кто-то хочет партнера своего, у того, кого он есть, да, изменить. Посмотрите на себя. Вот чуть-чуть начните внутренне, чуть-чуть, на миллиграмм, да, поменять себя, и вы посмотрите, как вокруг начнут и люди меняться, и события, и ситуации. На этой нотке, мои хорошие, я завершу. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кто первый раз зашел на мой канал, подписывайтесь. Вся моя работа, все мое творчество, все мои намерения благие только для вас. Кому очень-очень понравилось и есть такая возможность, шлите донаты. Я безмерно благодарна спонсорам моего канала. Да пребудет вам в миллион раз больше, мои хорошие. Ваша Ольга, канал Таро Психология. Всем мира, добра и счастья. И гармонии где в душе.